Здравствуйте, друзья! В этом видео я вам покажу, как я шила вот такой вот большой шопер. Это, предупреждаю, это не мастер-класс, я вам просто показываю процесс, как я это делала. Шила этот шопер из старых джинс с использованием технологии пэтчворка. С одной стороны и с другой стороны. Видео начнется. Вы уже увидите готовые вот эти вот блоки. Всю технологию их изготовления вы найдете в первой части. Все абсолютно одинаково шьется. Все абсолютно одинаково. Значит, блоки пэтчворка простеганы на поролоне. Также простеган на поролоне и боковинка сумочки ботан. Боковинки сумочки затягиваются на шнурки. У сумочки имеется вот такая вот магнитная застежка. Размер ручек предусмотрен, чтобы сумочку можно было носить вот так вот на плече. С одной стороны у сумочки имеется вот такой вот большой карман на молнии. Вот. И также с этой стороны у нас есть лента-держатель для ключей. С другой стороны у нее имеется таких два объемных больших кармана. У сумочки я предусмотрела вставное донышко, потому что наша сумочка мягкая и очень-очень легкая. Ее можно без донышка просто вот так вот сложить и убрать на полку. Давайте будем приступать к просмотру. И если вы будете шить со мной, желаю вам успехов! Ну вот, друзья, мои блоки готовы. Давайте рассмотрим каждый из них. Итак, с кружевом. Ну, все очень просто. Вот мой кружок. Мое кружево не имеет такого ровного квадрата, формы такого ровного квадрата, поэтому я пристрочила крест-накрест. Но вам это делать не обязательно. Достаточно, если вы пристрочите его вот так вот вокруг. И все как обычно соединяем, так же, как мы делали это в сумочке. И вот что важно, друзья. Вот смотрите, когда вы лепесточки развернете, лепесточки, вам нужно будет их пришить. Но пришейте, пожалуйста, многослойной строчкой, вот как я это сделала. Посмотрите, как это выглядит. Посмотрите, как это выглядит. Вот. Я надеюсь, вам видно. Для чего это? Ну, во-первых, это красиво. Мне кажется, что это красиво. Во-вторых, когда вы делаете многослойную строчку, у вас здесь закрываются серединки цветочков. То есть вам не обязательно будет здесь какие-то клепки делать или пуговички пришивать, не обязательно. Все здесь закрыто. В-третьих, джинс имеет свойство растрепываться, поэтому когда-то может ваш лепесточек из-под строчки просто вылезти. А если вы сделаете многослойную строчку, то этого не произойдет. Что значит многослойная строчка? То есть вы делаете один раз, второй раз, и можно, я сделала 3 раза, без поролона. А потом, когда я пришивала к поролону, тогда я еще раз все это здесь прошивала. И получилась у меня строчка в 4 слоя, друзья. И мне кажется, что это выглядит даже хорошо, и это имеет очень много плюсов. Давайте рассмотрим сейчас второй блок. Вот так он выглядит. Мне он очень нравится, мне он даже больше нравится, чем с кружевом. И делается он намного проще. Вот наш кружок. У меня, кстати, джинс такой тонкий и очень тянущийся.
И вот что вот я не сделала, когда вот вы соедините все эти кружочки, когда вы здесь вот уже 3 раза проделаете строчку, проклейте его с обратной стороны флизелином. Я этого не сделала, но лучше это сделать, друзья. И просто вы или при помощи шаблона намечаете, то есть вы обрисовываете свой шаблон, и это будет ваши линии при сшивании. Или можно, как я это делала, просто так я проглаживала, вот так пополам сворачивала, проглаживала, и еще раз пополам сворачивала, проглаживала. И вот эти линии, которые вот образовались при проглаживании, это был мой ориентир при сшивании, как хотите. И потом точно так же, вот здесь получилось у меня в итоге строчка в 4 слоя. Это все делается очень просто. Строчите в одну сторону, в другую сторону 3 раза. И 4-й раз, когда будете соединять с поролоном. Вот так выглядит с обратной стороны. Посмотрите, какая красота. И что еще мне понравилось. Я выкраивала мои кружочки из 2 разных джинс. И они имеют немножко разный оттенок. И вот здесь вы, наверное, видите. Вот здесь вот, например, темнее, здесь светлее. Я их чередовала между собой. И получился такой интересный эффект. По-моему, это красиво. Я выровняла блоки, то есть обрезала весь лишний поролон. И сейчас вам скажу, какой размер у меня получился в итоге. Итак, у меня получилась ширина 47 сантиметров и высота 39. И теперь нам нужно замерить размер ботана. Я замеряю по кругу, немножко натягивая нашу деталь. Вот таким вот образом. Потому что при пришивании она обязательно деталь растянется. И у меня получилось 124,5-125 сантиметров. И теперь я смотрю, что у меня тут с джинсами. Вот у меня остатки джинс. У меня здесь от кармана 67 сантиметров. Ну, почти, друзья. Хватает. Или я, может быть, подпарю здесь карман, чтобы было надежнее, чтобы было подлиннее. И потом я вырежу такие прямоугольники. Сделаем ботан шириной, сделаем 12 сантиметров. И длиной 125. То есть я вырежу сейчас и соединю их вместе. И потом простяжу на поролоне, друзья. Итак, я выкроила ботан. И выкроила его следующих размеров. Ширину я взяла 15 сантиметров, и длиной я выкроила 1,30 м, 130 сантиметров. Немножечко с запасом. Лучше потом обрезать. Простяжила его я на поролоне углом 45 градусов. И ширина ромбика у меня составила, я вот рисовала вот этой линейкой, она у меня составляет шириной 3,5 сантиметра. Стяжить такую длинную деталь и узкую очень-очень просто. То есть я приколола к поролону с обеих сторон и начала вот сначала и по кругу, не отрываясь, в одну сторону и в другую сторону. Очень быстро и просто это делается. Так, с ботаном разобрались. Я его сейчас обрежу лишний поролон, хорошенько проутюжу. И нам нужно еще подготовить ручки. Ручки я решила сделать из обыкновенной стропы. У меня такая плотная синяя стропа нашлась. Вот выкрала я их длиной 70 сантиметров, чтобы можно было легко носить сумку на плече. И вот так вот я еще сверну пополам и проложу строчку. Отступлю вот здесь 8 сантиметров с каждой стороны, с одной, с другой. Сверну, делаю наметки и проложу строчку. Не забудьте стропу обязательно подпалить с каждой стороны. Также я решила сделать застежку на магнитных кнопочках. Вот одна у меня уже готова. Для нее я выкроила деталь размером 10 на 9. Проклеила посередине вот таким вот образом уплотнитель. Теперь необходимо вот здесь вот сшить, обрезать уголочек. Здесь можно тоже обрезать и вывернуть. Потом я вам покажу, как я эту клепку туда вставляла. Также я решила пришить вот такой вот держатель для ключей.
Или можно потом сшить сумочку-вкладыш и тоже ее прикреплять. Для этого я вырезала ленту размером 4 сантиметра шириной и длиной 46 сантиметров. Вот так заутюжила к центру, стык в стык. Теперь вставлю карабин подходящего размера и вот здесь вот проложу строчку, то есть соединю. Ну вот, моя деталь готова для магнитной кнопочки. То есть я соединила, вывернула, прогладила и проложила вот здесь по самому краю строчку. Теперь вот наша деталь. Вот это лицевая сторона. Кнопочку мы прикрепляли на изнаночной стороне. У меня это видно, потому что нижняя нитка у меня бежевая, а верхняя белая. Вот изнаночная сторона. И здесь у нас должна быть на лицевой стороне вот эта часть кнопочки. Вот. Значит, как я это делала? Вот наше колечко, которое мы закрепляем кнопочку. Ставлю его точно посередине. Так, и теперь намечаю отверстие, которое мне нужно будет вырезать. Так и так. Теперь эти отверстия мне нужно вырезать осторожненько. Вот так вот. Готово. Вот так вот, значит, мы ее просовываем. И смотрим, что отверстия у нас точно совпадают с нашими разрезами. Вот, все совпадает. И теперь можно вставить наш... Ну вот, я вставила с обратной стороны. И теперь вот эти вот края лучше разложить пополам, по сторонам. Потому что вот я здесь посередине разложила, собрала их. И вот это вот видно. Мне это не нравится. Лучше постараться их разложить пополам, по сторонам. Вот, так вот. Сначала делаем при помощи рук. Вот так вот натягиваем здесь джинс, чтобы не повредить. И вот это самый лучший вариант. Вот, посмотрите. Разложить пополам. По сторонам. Вот, готово. Держатель для ключей у меня тоже готов. Шлевки с магнитными кнопками готовы. Ручки тоже готовы. Вот я так их отстрочила, тоже белой ниткой. Потому что у меня везде белая нитка используется в отстрочке. И теперь можно сумку нашу собирать. А потом, когда мы все это соберем, мы займемся подкладом. Вот смотрите, вот видите, вот здесь вот так вот вылазят нитки. Я даже сама их постаралась побольше высунуть. Их уже можно в процессе обрезать. Вот все лишние ниточки, которые вылазят, уже можно обрезать. Потому что оно дальше распускаться почти не будет. Вот будут вылезать ниточки, обрезайте. Потому что за счет того, что у вас многослойная строчка, вот оно вылезет, сколько вылезет, все вы это лишнее обрежете, и потом оно так и останется. Вот. Так, ручки. На каком расстоянии будете пришивать ручки, решайте сами. Так вот они должны быть. Это на ваше усмотрение. Я пришью их вот так вот. Да. Это посередине у меня получается 14. То есть вот от лепесточка до лепесточка. И посередине, естественно, пришью вот эти шлевки. Значит, с одной стороны нужно будет пришить, чтобы она вот так вот выворачивалась, такой, которая, а с другой стороны наоборот. Так. Вот давайте все это сделаем. Встретимся, когда все я это соберу полностью. Как пришивать ботан, я думаю, вы все знаете. Намечаете середину, соединяете. Можете сначала сделать это вручную, пришить, чтобы было проще потом пристрачивать. И встретимся, когда я уже все соберу.
Ну вот, я пришила шлёвки с магнитными клепками, пришила ручки. И ленту для ключей я решила пришить вперед, чтобы она готова. Теперь займемся подкладом. В качестве подклада я взяла тонкий Оксфорд. Оксфорд 200. И я решила сделать ленивые карманы. То есть я выкроила деталь размером, ширина составляет 45 сантиметров и длина, сейчас я вам скажу, длина и длина 87. То есть вот наша деталь. Вот наша деталь. Мы потом сворачиваем вот таким вот образом, так, чтобы у нас размер нашей детали соответствовал размерам нашей сумки. 38. Сейчас мы еще раз проверим. Так. 39. Значит, мне надо поменьше завернуть. Еще, да, 39 сантиметров. Значит, просто я заглажу немножко вот так вот, подлиннее. Вот так вот. Вот так вот надо свернуть. Вот. Загладить. И можно вот здесь сверху, вот так вот, проложить строчку. Я надеюсь, вы меня поняли. А потом посередине вот так вот отстрочить. Ровно посередине. Ну вот, готово. Можете еще здесь проложить строчку, как хотите. Вот, я проложила по бокам строчку, посередине. Я нахожу такой способ изготовления кармана просто гениальным. На второй половине сумочки я решила сделать на замке. Точно так же мы вырезаем длиннее, но на 2 сантиметра еще длиннее. То есть 89 сантиметров вырезаем и 45 деталь. Значит, здесь вот моя молния. Я ее сделала немножко подлиннее, чтобы можно было вставить бегунки или бегунок. Я еще не знаю, сделаю я 2 кармана или, может быть, просто 1. Скорее всего, я сделаю 1. Итак, я сделала себе здесь на расстоянии от среза 12 сантиметров отметочку. 12 и 12. Проложу здесь линию. И вот наша молния, она вот так должна лежать. Значит, молнию я... Сначала я ее просто проложу здесь строчку по самому краю. Ну вот смотрите, я проложила строчку. И теперь можно сделать так. Свернуть и хорошенько здесь отгладить. И потом, вот у нас здесь вот строчка есть, где у нас замочек пришитый. Проложить еще одну строчку, но немножечко поближе к самой молнии. Вот так вот. Давайте сейчас это сделаем. Ну вот, я проложила строчку поближе к зубцам. И теперь смотрим, что у нас получилось. Вот такая красота. Теперь можно здесь загладить и проложить декоративную строчку. Это я сейчас сделаю. Теперь рассмотрим, что мы будем делать со второй половинкой замка. Находим правильный размер нашей детали. Еще мало. Ну вот, 39 сантиметров. Вот, я нашла правильный размер моей детали. Теперь вот здесь вот мы сначала загладим. Давайте это сначала сделаем. Ну вот, я загладила, проложила здесь декоративную строчку. И вот смотрите, что мы сейчас делаем. Мы просто пришьем вот таким вот образом замочек. Он у нас будет с обратной стороны не закрыт, но это ничего страшного, потому что не видно просто это. И поэтому, так как он у нас с обратной стороны открытый, мы сделаем, проложим строчку вот возле замочка, и потом проложим еще одну строчку. Ну, скажем, на расстоянии, может, 1 сантиметр, чтобы молния с обратной стороны была пришита. Вот и все. Потом ставим бегунок. Если вы хотите 2 бегунка, значит, оставьте подлиннее вашу молнию,
С обратной стороны, с каждой стороны вставьте бегунки и также посередине проложите строчку. Ну вот, готово. Как говорится, все гениальное просто. Мне этот метод очень понравился. Буду его чаще использовать. Ну, конечно, вот так вот это выглядит. Прекрасно. Итак, наши карманы готовы. Теперь я выкрою батан. Точно такого же размера, как и на основной нашей детали сумки. Пришью его. И можно соединять подклад уже с нашей основной сумкой. Я этого вам все показывать не буду. Это все настолько просто. Покажу вам готовый результат. Я все-таки решила вам показать, на всякий случай. Вот смотрите. Да, я пришила батан. И, кстати, не забудьте оставить место для выворачивания. Я это сделала так. Я пришила батан, а потом здесь внизу распорола, сделала здесь закрепки, распорола, место оставила для выворачивания. И вот теперь лицевая сторона сумки, лицевая сторона подкладки. Я их соединила, и подкладку я, когда вот я закалывала булавочками, я ее старалась натягивать. И вот у меня она получилась немножечко подлиннее. Я это сейчас все обрежу. Вот, пожалуйста, сделайте тоже так. И потом можно пришить подкладку к сумке. Ну что, друзья, сумочку я дошила. Вот так она выглядит. Пришила подкладку, вывернула, зашила место, через которое я выворачивала сумку. И вот смотрите, вот здесь, по идее, нужно было проложить строчку. Но я этого делать не стала, потому что мне показалось, что эта строчка здесь испортит наш красивый рисунок. Я просто очень-очень хорошо прогладила все. И вот смотрите. Видите, я сделала, чтобы сумочка наша имела вот такую красивую форму, чтобы она не была вот такой квадратной. Для этого я пришила вот сюда деталь. Вот, смотрите. Пришила эту деталь на расстоянии от верха 2 сантиметра. Как я ее сделала? Вот я вам сейчас специально покажу на светлой ткани. Я вырезала деталь длиной 12 сантиметров и шириной 5 сантиметров. Обработала ее на зигзагом, извините. Потом заутюжила по полсантиметра вот сюда вовнутрь и проложила строчку с одной стороны и с другой стороны. Потом нужно заутюжить все к середине, обе стороны, стык в стык, и проложить строчку с одной стороны и с другой стороны. То есть у вас будет на лицевой стороне такая посередине двойная строчка. И потом пришиваем. Я надеюсь, вы поняли. По-моему, получилось даже очень неплохо. Я нашла вот такой подходящий синий шнурок. Концы обработала, то есть одела вот такие наконечники. И потом вот тут можно так затянуть и завязать. Еще я пришила другие вот эти держатели для кнопок. Потому что мне захотелось пришить лейбл, наш лейбл на эту деталь. А моя, которую я пришила, была узковатая. Поэтому я шила новую на 1 сантиметр шире. Можете вы тоже так сделать. Длина такая же, но только на 1 сантиметр шире. И будет проще еще кнопочку в середину магнитную вставлять. Вот так вот это выглядит. Ну что? Что я вам еще не рассказала. Я сделала вставное донышко. Вот смотрите, наша сумка такая мягкая. Ее даже можно свернуть. Вот так вот. Положить на полку, если она вам не нужна. А когда вы ее берете в поход, то можно вставить донышко. И сумка приобретет другую форму. Как я это донышко сделала? Я замерила вот здесь вот наше дно и вырезала плотный картон такого же размера, шила вот такой вот мешок подходящего размера, вставила туда картон, потом вот здесь я подвернула, здесь мне нужно еще зашить вручную вот это вот место. И вот такое хорошее донышко получилось. Советую вам очень сделать. Ну что, сумочка готова. Я еще пообрезаю ниточки, которые повылезали. Я уже немножко обрезала. Можно еще кое-где обрезать. Сумочка готова.
Я очень довольна. Надеюсь, вам сумочка понравилась. И надеюсь, что вы тоже такую же сошьете. И до новых встреч, друзья!